Здравствуйте, друзья! Что спрятано в секретных хранилищах судного дня? Ковчеги судного дня, что и где прячет человечество на случай апокалипсиса? Вы удивитесь, но в хранилищах спрятано много интересного. Компания GitHub, принадлежащая Microsoft, объявила о том, что спрятала в подземном хранилище в Арктике программные коды различных проектов. Это сделано на случай апокалипсиса. Данные должны будут сохраниться, даже если случится мировая война с многократным применением ядерного или электромагнитного оружия. О планах сервиса для хранения IT-проектов GitHub спрятать программные коды в Арктике стало известно в ноябре 2019 года. С тех пор его инженерами был создан архив объемом 21 терабайт информации. Это открытые исходные коды операционных систем Windows, Linux, Android и 6000 приложений. Архив записали на пленочные катушки-накопители, предназначенные для долговременного хранения. Всего понадобилось 1066 метров пленки, и доставили их на архипелаг Шпицберген, который, согласно международному договору, является демилитаризованной зоной. Подземное хранилище обустроено из заброшенной угольной шахты глубиной 150 метров в зоне вечной мерзлоты. Специалисты рассчитывают, что катушки смогут пролежать там не менее 1000 лет. Данные нанесены на специальную сверхпрочную пленку, покрытую оксидом железа для увеличения срока ее службы. Производитель пленки гарантирует, что в холодном и сухом воздухе она способна оставаться в сохранности и 2000 лет. А прочитать записанную на ней информацию можно будет без компьютера, достаточно лупы. Разумеется, данные хранятся в автономном режиме без доступа в интернет, поэтому хакеры до них не доберутся и повредить не смогут. Само сооружение защищено от стихийных бедствий и, как утверждает его владелец, находится в одном из самых безопасных мест в мире с точки зрения геополитики. Дополнительно сообщается, что в нем уже хранятся секретные архивы Ватикана и рецепт соуса известной сети закусочных, а рядом расположено Всемирное хранилище семян. Информация насчет архивов Ватикана и рецепта соуса возможно лишь рекламный ход, а вот что касается Всемирного семенохранилища, то о нем хорошо известно. Журналисты называют его хранилищем судного дня или новым ковчегом для растений. Идея создать банк с образцами семян всех сельскохозяйственных культур возникла в начале 2000-х. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и ведущие страны сельхозпроизводители решили, что неплохо бы иметь запас посадочного материала, который выживет и при ядерном апокалипсисе, и при любых природных катаклизмах, землетрясениях, извержениях вулканов, падении астероида, подъеме уровня Мирового океана, а затем спасет оставшихся людей от голода. Местом для банка хранилища семян был выбран все тот же Шпицберген. Причины – вечная мерзлота и крайне слабая тектоническая активность. Проект осуществлялся на средства Норвегии, которой принадлежит архипелаг. Строительство началось в 2006 году и завершилось в 2008. Хранилище представляет собой прорытый в горе тоннель, оборудованный взрывобезопасными дверьми и шлюзовыми камерами. Расстояние до поверхности Земли 120 метров, высота над уровнем моря 130 метров. В этом подземном банке могут храниться 4,5 миллиона сортов сельскохозяйственных культур. Во времена правления Ельцина из нашего института имени Вавилова были вывезены почти все редкие семена, которые находятся сейчас в Шпицбергене. А наша страна практически осталась без своего семенного хранилища. В ковчеге каждый сорт представлен в среднем 500 семенами, так что все хранилище рассчитано на 2,5 миллиарда семян. Но на данный момент там находится около 980 тысяч семян. Из 3 оборудованных залов используется лишь 1. Семена лежат в запечатанных конвертах, а те в свою очередь упакованы в пластиковые пакеты, помещенные в контейнеры на металлических полках. Температура минус 18 градусов Цельсия, пониженная влажность и ограниченный доступ кислорода в помещениях оптимальны для сохранности посадочного материала. Эти условия обеспечивают низкую метаболическую активность и замедляют старение семян. Биологи предрекают очередное, 6-е по счету массовое вымирание животных, а некоторые убеждены, что оно уже идет, только вызвано оно не природными причинами, а деятельностью человека. За последние 500 лет из-за антропогенного фактора вымерло как минимум 844 вида животных. Многие исчезнувшие виды так и не были описаны учеными, они известны лишь по найденным останкам. Есть прогноз, что к 2100 году исчезнет более половины ныне существующих видов.
Текущие темпы вымирания гораздо выше, чем в любой из предыдущих периодов массового вымирания. Зоопарк Сан-Диего является наиболее посещаемым зоопарком в США и одним из самых популярных в мире. Среди биологов он известен тем, что там находится первый в истории и самый большой по объему коллекции замороженный зоопарк – Frozen Zoo. В нем хранится бесценный генетический материал, более 10 тысяч культур живых клеток, ooцитов, сперматозоидов и эмбрионов, представляющих почти 1000 видов, включая один вымерший – птицу Поули или чернолицую гавайскую цветочницу. Клетки заморожены в жидком азоте в сосудах Дьюара. Вся коллекция занимает комнату площадью 25 квадратных метров. Как шутят сами исследователи, такого биологического разнообразия позвоночных на 1 квадратный метр нет больше нигде в галактике. На всякий случай хранилище продублировано в другом помещении. Если что-то случится, у замороженного зоопарка есть запасной вариант. Незаменимые линии живых клеток, гамет и эмбрионов представляют бесценный ресурс для сохранения, вспомогательного размножения, эволюционной биологии и медицины дикой природы, сказано на сайте проекта. Эти клеточные культуры можно использовать по-разному: для искусственного оплодотворения живых самок, оплодотворения яйцеклеток в пробирке или для пересадки эмбрионов. Сотрудники замороженного зоопарка уже провели ряд удачных экспериментов. Несколько видов фазанов смогли дать потомство после искусственного осеменения размноженными образцами спермы. Яйцеклетки южного белого носорога удалось оплодотворить сперматозоидами, которые пролежали в холодильнике 20 лет. Также был получен эмбрион гепарда. Помимо замороженного зоопарка в Сан-Диего, в мире есть еще около 10 подобных научных центров меньшего масштаба. Международный проект «Ковчег земноводных» посвящен, как ясно из его названия, сохранению наиболее уязвимого класса позвоночных четвероногих – амфибий или земноводных. Это сообщество биологов из 180 институтов 32 стран мира. Ученые выращивают земноводных в специально созданных колониях и подселяют к ним животных из дикой природы. Кроме того, они собирают их семенную жидкость и яйцеклетки. По словам руководителей проекта, в настоящий момент под угрозой исчезновения находится около 3000 видов амфибий. Для многих из них ситуация настолько критична, что им лучше жить и размножаться в неволе. Так у них есть хоть какой-то шанс сохраниться на планете. Например, уже более 10 лет в дикой природе не видели панамскую золотую лягушку. Возможно, она исчезла совсем. Но благодаря ковчегу земноводных популяцию можно будет восстановить. На планете исчезают не только животные и растения, но и человеческие этносы со своими языками и культурами. По прогнозам экспертов, под влиянием глобализации и распространения доминирующих языков в течение столетия могут исчезнуть 90% языков малых групп. Многие из них даже не задокументированы. Чтобы сохранить языковое разнообразие человечества, лингвисты организовали проект Розетта. Его цель – создать публичную цифровую библиотеку, которая будет содержать информацию обо всех языках, используемых людьми. Кульминацией станет запись всего собранного материала на никелевый диск путем гравировки. По оценке авторов идеи, такой архив сможет храниться от 2 до 10 тысяч лет. Розетский диск, так он будет называться, легко уместится на человеческой ладони. Его диаметр 5,08 см. Предполагается выгравировать на нем 15 тысяч страниц текста. Каждая будет иметь ширину всего 400 микрон. Чтобы прочитать их, понадобится микроскоп с увеличением в 650 крат. Пригодятся ли человечеству хранилища судного дня или нет, пока неизвестно. Но в наши времена хорошо бы каждому человеку сделать для себя маленькое хранилище на случай апокалипсиса. Лично я храню запас семян и множество информации, которая поможет сделать то или иное открытие в будущем. Автор статьи Дмитрий Писаренко. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.